Привет! В этом видеоуроке мы с вами посмотрим, как плетутся вот такие очень классные цветочки. Вы можете использовать их в качестве колец, вы можете надеть их на ручку, и тогда у вас на ручке получится целый цветущий сад. Вы можете использовать их в качестве декоративных украшений для ваших браслетов. И давайте посмотрим, как же они делаются. Поехали! Приготовьте ваш станок и расположите его таким образом, чтобы открытые стороны столбиков, во-первых, смотрели вправо, во-вторых, один из рядов снимите, нам понадобится всего лишь 2 ряда, и расположите их в шахматном порядке, чтобы один из рядов был немножко правее, чем другой ряд. Мы будем все плетение выполнять на 5 столбиках. 1, 2, 3, 4, 5. Приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе создания вашего цветочка. Если вы хотите сделать вот такой цветок, как у меня, то для середины я буду использовать красный и розовый цвет, ну а для лепестков буду использовать белый цвет. Вы можете использовать те цвета, которые нравятся вам, которые вы любите. Возьмите резинку розового цвета и накиньте ее на все 5 столбиков, с которыми мы договорились, что будем работать. Теперь внутри каждого столбика нам нужно сделать перекрестие из этой резинки. Посмотрите, что я имею в виду. Берем, с одного столбика снимаем резинку и накидываем, как бы закручивая, чтобы получилось вот здесь перекрестие. Это на одном столбике. Далее на втором столбике делаем точно так же. Вот так заводим. И у нас получается внутри этого столбика вот здесь перекрестие. Следующий столбик у нас пошел. Тоже внутри него перекрестие. 4-й столбик. И 5-й столбик. Отлично. Вот внутри каждого столбика у нас получилось по перекрестию в данной резинке. Теперь на каждом столбике резиночку опустите вниз, потому что нам нужно освободить место для других резинок, которые будем накидывать сверху. И следующий цвет у меня красный. Это цвет серединки. Опять же закидываем на все 5 столбиков. И с этой красной резинкой нам нужно поступить точно так же, как и с розовой. То есть сделать над каждым столбиком, около каждого столбика по перекрестию. Вот на одном столбике делаем. Далее завожу так. Делаю у второго столбика перекрестие. 3-й столбик, 4-й и 5-й. Отлично. Чуть-чуть пониже эту красную резинку опускаем. И теперь берем резинку белого цвета и тоже накидываем на все 5 этих столбиков. И тоже нам нужно сделать точно так же, как и раньше, перекрестие на каждом столбике. Вот на одном делаем. На втором, на третьем, на 4-м и на 5-м столбике перекрестия. Супер! На данный момент мы имеем такую ситуацию. У нас накинуты резинки в следующей последовательности. Розовая, красная, белая. И внутри этой конструкции, около каждого столбика, у нас есть перекрестие. Теперь самую нижнюю резинку, розовая в данном случае, мы с вами должны вытянуть и с внешней стороны скинуть внутрь на каждом столбике. На одном столбике, здесь тоже с внешней стороны скидываем внутрь. На 3-м столбике с внешней стороны скидываем внутрь. Здесь тоже. И на последнем 5-м столбике с внешней стороны скидываем внутрь. Опускаем немножечко те резинки, которые у нас сейчас находятся на столбиках. При опускании обратите внимание на то, что последовательность, чтобы не нарушалась. Внизу у нас должна быть красная, а чуть выше белая резинка. И теперь возьмем резинку белого цвета и накинем, опять же, на все 5 столбиков. Но в этот раз никаких перекрестий нам делать не нужно. А нам нужно просто снять самую нижнюю резинку, красная в данном случае, с внешней стороны скинуть внутрь. На каждом столбике 1, 2, 3, 4,
и 5. Отлично. Опять можно немножко ниже опустить, не нарушая последовательность, потому что сейчас у нас только белые резинки накинуты, и нечаянно можно запутаться, где находится верхняя, а где находится нижняя. Поэтому с этим будьте очень внимательны. Всегда вот так распределяйте, чтобы было видно, где верхняя, где нижняя. Теперь берем резинку вновь белого цвета, но в этот раз накидываем не сверху тех резинок, которые сейчас находятся на станке, а снизу. В самый низ накидываем. Вот у нас эта резинка. Она находится внизу. Теперь смотрите, как нам нужно снимать эти резиночки. Берем крючок и держим его вот так, горизонтально. Открытая сторона крючка смотрит от нас. И большой палец можно поставить на тыльную сторону этого крючка. Теперь смотрите, что делаем. Заводим крючок между первой и второй резинкой на вот этом столбике. Тыльной стороной крючка отодвигаем вторую резинку и большим пальцем или подушечкой или ногтем придерживаем вот эту вторую резинку на крючке. При этом захватываем нижнюю, третью резинку изнутри и снимаем с этого столбика. Теперь то, что мы держим большим пальцем, отпускаем. Эта резиночка у нас убегает к центру нашей конструкции, а то, что осталось на крючке, мы накидываем с вами сверху на этом столбике. Давайте посмотрим на следующем столбике. Заводим крючок между первой и второй резинкой. Тыльной стороной крючка вторую резинку оттягиваем и захватываем, придерживаем ногтем или подушечкой большого пальца. При этом захватываем нижнюю, третью резинку и тянем, снимая с этого столбика. Отпускаем то, что сейчас держим большим пальцем. Эта резиночка у нас убежала внутрь, а то, что находится на крючке, возвращаем на столбик, но возвращаем сверху. Следующий столбик. Внутри между первой и второй резинкой заводим. Тыльной стороной крючка отводим вторую резинку и захватываем нижнюю, третью. Внутри ее выводим и снимаем это все с этого столбика. Отпускаем большой палец. Резиночка убежала. И то, что сейчас на крючке, накидываем сверху. И нам осталось два столбика. Между первой и второй резинкой заводим, как обычно, крючок. Отодвигаем эту вторую резинку, придерживаем большим пальцем и изнутри захватываем самую нижнюю. Выводим сюда, отпускаем большой палец, и резиночка у нас убежала внутрь. А то, что сейчас на крючке, накидываем сверху. И, наконец, последний столбик. Между первой и второй заводим. Отодвигаем эту вторую и захватываем изнутри третью, самую нижнюю резинку. Выводим сюда, отпускаем большой палец. И то, что сейчас осталось на крючке, накидываем на столбик. Отлично. Я надеюсь, вы разобрались, как накидывать с помощью крючка вот таким способом. И теперь нам нужно еще раз так поступить. Возьмем белую резинку и накинем ее на все 5 столбиков в самый низ. Она должна находиться ниже всех резинок. И снимаем точно таким же способом, как делали до этого. Тыльной стороной крючка отодвигаем резинку, снимаем и отпускаем большой палец. То, что сейчас на крючке, накидываем сверху. Следующий столбик у нас пошел. Когда вот эта резинка у вас вверх убегает, вы ее вниз поправьте, она должна быть внизу. Между первой и второй резинкой мы с вами заводим крючок, отодвигаем вторую резиночку, придерживаем ногтем, изнутри захватываем, скидываем внутрь, а то, что на крючке, накидываем обратно на столбик сверху. Вот тут тоже последовательность немного нарушилась, поэтому эту резинку мы вниз должны опустить. Вторую резинку оттягиваем, захватываем изнутри,
отпускаем, накидываем сверху. Оттянули, придерживаем ногтем, третью захватили, ведем, отпускаем. И то, что сейчас на крючке, накидываем обратно. И, наконец, последний столбик у нас получается. Отпускаем и накидываем обратно. Ну вот, одну из самых сложных частей при плетении этого цветка мы с вами сделали. Теперь у нас на каждом столбике по 2 резинки. Нижнюю резинку нам нужно просто снять с внешней стороны с каждого столбика и скинуть внутрь. На одном столбике, на втором столбике, на третьем столбике нижнюю скидываем внутрь. И здесь тоже. Вот нижняя резинка, мы ее с внешней стороны просто скидываем внутрь. И здесь тоже. Все хорошо видно, где верхняя, где нижняя. Отлично. Теперь возьмем резинку зеленого цвета и накинем сверху на все 5 столбиков. И сейчас нам нужно тоже самую нижнюю резинку с внешней стороны скинуть внутрь. Раз. Два. 3. И на дальних столбиках 4 и 5. По одной резинке сейчас у нас на каждом столбике. Но нам нужно все эти зеленые резиночки перекинуть на один столбик. Допустим, вот на этот. Поэтому на этом столбике мы чуть ниже опускаем эту зеленую резинку, чтобы освободить место для других. И начнем вот отсюда. Берем эту резиночку, закидываем на этот столбик. Отсюда берем тоже, закидываем на этот столбик. Отсюда закидываем на этот столбик. И последняя резинка, мы ее снимаем отсюда и закидываем тоже на вот этот столбик. У нас получилось, что здесь у нас сейчас 5 резиночек. И теперь нам нужно взять еще одну зеленую резинку, пропустить крючок сквозь все резинки на этом столбике и накинуть резиночку на крючок. Вытаскиваем с другой стороны. И сейчас попробуем сделать петельку. То, что сейчас на крючке, я немножко дальше продвинул. Вторую часть закинул на крючок. И просто вытягиваю, чтобы получить петельку. Вот петелька получилась. Придержу ее рукой. Сейчас мы ее сильно затянуть не можем, потому что эта петелька у нас находится как бы сбоку от цветка. Поэтому нам нужно сначала с помощью крючка снять всю эту конструкцию со станка. Вот. И теперь мы с вами уже более удобно можем затянуть ближе к середине эту петельку зеленого цвета. И с крючка тоже снимем наш цветок. Ну вот, смотрите, что у нас сейчас получилось. Почти что здорово, однако это пока лишь отдаленно напоминает тот цветок, который мы должны получить в итоге. Теперь смотрите вот на что. Поставьте этот цветочек боком и обратите внимание на его белую часть. На этой белой части, здесь вам, возможно, не очень хорошо видно, но есть такие элементики, в которых горизонтально расположены 2 резинки. Вот смотрите, верхняя горизонтальная резинка и чуть ниже тоже горизонтальная резинка. Так вот, верхнюю резинку нам нужно захватить крючком и чуть-чуть на 2-3 мм вытянуть отсюда. Теперь перекручиваем этот цветочек. И после такой двойной резинки у нас идет одинарная. Там, где одинарная, мы эту одинарную должны немножко вытянуть. После одинарной вновь идет двойная. Вот видите, здесь хорошо видно. Вот одна горизонтальная, а чуть выше вторая горизонтальная. Так вот, верхнюю нам нужно чуть-чуть вытянуть. Далее идем. Здесь одинарная, горизонтальная, поэтому мы эту одинарную. После одинарной идет опять двойная. Вот здесь тоже хорошо видно. Одна сверху резинка, другая снизу. Та, что сверху, нам ее нужно чуть-чуть вытянуть. Сначала по чуть-чуть вытягивайте. Далее идет одинарная. Вытягиваем.
двойная. Где двойная, там мы вытягиваем верхнюю. А где одинарная, то просто одинарная. Так, одинарная. Видите, двойная. Вот снизу хорошо видно и сверху видно. Поэтому мы верхнюю берем резиночку и вытягиваем. И таким образом по окружности вот так этот цветок покрутите, потихонечку вытягивая резинки. Сначала на миллиметр, потом еще на миллиметр и все больше и больше вытягивая эти лепестки. Ну, конечно, здесь размер лепестков зависит от тех резинок, которые вы используете. Если у вас более эластичные резинки, то вам удастся побольше вытянуть. Если у вас менее эластичные резинки, то сильно много у вас не получится вытянуть. Но ничего страшного, потому что и с маленькими лепестками этот цветок очень хорошо смотрится. Ну вот, я уже почти закончил. Если мы сверху посмотрим, то можем видеть, что уже у нас ярко выраженные лепестки получились. Те, которые не очень хорошо заметны, вот, например, вот этот, можно их еще разочек побольше повытягивать, чтобы все лепестки были примерно одинаковой формы, одинакового размера. Ну вот. Теперь обращаем внимание на шляпку или на центр этого цветка. У нас сейчас очень ярко выраженный вот такой грибок. Чтобы этот грибок был более плоский и чтобы в центре было разнообразие цветов, а не только фиолетовый или розовый сверху, нам нужно сделать вот что. Вот этот центр мы должны пальцами немножко раскрыть. И внутри мы с вами увидим красные резинки. Их там 5 штук по окружности. Так вот, каждую резиночку изнутри, красную, мы просто должны снаружи взять, изнутри, то есть взять и снаружи немножко повытягивать. Одна резиночка, далее идет красная, следующая. Далее следующая красная. И потихонечку, осторожно, чтобы не порвать, мы их оттуда стараемся вытянуть. Ну вот, все 5 резинок красного цвета изнутри я немножко повытягивал. И розовая резинка у нас, смотрите, ушла на окружность, а красная у нас осталась в центре. Чтобы не было видно вот таких белых пятен внутри, мы с вами красной резинки немножко обратно вот так прижмем. И в целом можем этот получившийся цветок вот так немножко сплюснуть, пальцами раздвинуть. И у нас получился, в принципе, готовый продукт, готовый цветок. Все готово. И вы можете его вот так либо на палец одеть, и получится кольцо, или, как я уже говорил, на ручку накинуть пару оборотов. И тогда у вас целый цветочный сад получится на ручке. Ну что ж, я надеюсь, что данный урок вам понравился, и вы сплетете и себе такой же цветок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, возможно, что-то вам непонятно было, или просто впечатление об уроке напишите, мне будет приятно. До встречи в следующих уроках. Пока!